Сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие по времени, чтобы рассказать о таинственном и захватывающем периоде истории – Средневековье. Обладающее своей уникальной атмосферой и насыщенными событиями, Средневековье представляет собой интересную сторону нашего прошлого, которую стоит изучить и познать. Я собрал для вас список интригующих фактов, которые, несомненно, раскроют перед вами уникальные черты этой эпохи. Давайте же погрузимся в мир замков, рыцарских турниров, магии и темных загадок, которые составляли ткань жизни в период от 5 до 15 века. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в прошлое. Я раскрою тайны, которые до сих пор вдохновляют воображение. Венчание в церкви, похоже, является традицией, которая существует уже много веков. Однако так было не всегда. В средние века венчаться в церкви было не принято. В средние века брак не считался формальным таинством церкви, и поэтому не требовалось присутствие священника или проведения религиозных обрядов для заключения брака. Те, кто хотел, чтобы их брак был заключен официально, обычно делали это у церковных ворот или на церковном дворе. Вопреки распространенному мнению, пары не нуждались в священнике и не должны были соблюдать никаких религиозных ритуалов, чтобы пожениться. Однако средневековая церковь хотела обеспечить соблюдение традиции венчания в один день, и с XII века они объявили, что брак является формальным таинством. Затем это явление дало начало ритуалам и традициям, которым мы следуем сегодня. Интригующим фактом является то, что в середине века было несколько причин для развода. Одной из них было то, что мужчина или женщина не достигли совершеннолетия. 12 лет для девочки и 14 лет для мальчика. Другие же причины заключались в том, что если муж или жена ранее давали религиозный или монашеский обет или не были христианами, брак тоже мог быть расторгнут. Также были случаи развода из-за близкородственных браков. Кроме того, недостаток сексуальной гармонии или невозможность забеременеть могли быть основанием для развода. Если средневековый солдат был ранен в бою, ему не о чем было беспокоиться. У них под рукой были врачи, готовые простерилизовать рану. Им даже не нужно было ничего упаковывать, чтобы сделать это. Как только кто-то получал порез, врач, следуя рекомендациям личного хирурга короля, доставал свой инструмент и мочился на вашу рану. Они также делали это при порезах. Свежую мочу использовали для лечения язв, ожогов, укусов и практически всего, что только можно было придумать. Это было отвратительно, но на самом деле срабатывало. Аммиак в моче мог предотвратить инфицирование порезов, и в ситуациях, когда речь шла о жизни или смерти, унижение того точно стоило. Одна из самых безумных историй исходит от итальянского врача Леонардо Фиораванти, который использовал свою мочу, чтобы спасти жизнь солдату после того, как ему отрезали нос в бою. Фиораванти, быстро подумав, поднял с земли отрезанный нос мужчины, отряхнул немного песка и помочился на него. Доктор, как ни странно, смог пришить пропитанный мочой нос обратно к лицу мужчины, и всю оставшуюся жизнь этот человек чувствовал запах через этот нос. Хотел он того или нет. В Средневековье существовало распространенное поверье, что от купания можно заболеть или вызвать различные негативные физические состояния, включая тошноту. Это поверье было связано со множеством факторов, включая религиозные верования, медицинские заблуждения и социальные обычаи. Во-первых, религиозные факторы. Во многих религиозных культурах существовали запреты на купание или чрезмерно долгие и частые ванны. Например, в христианстве считалось, что тело грешника могло быть очищено только христианским крещением и что регулярное купание может считаться чрезмерной заботой о мирских удовольствиях или ведущей к греху. Во-вторых, медицинские заблуждения. В те времена медицина была мало развитой, и существовали различные мифы и ошибочные представления о здоровье и гигиене. Одной из таких идей было то, что кожа является выходом для токсинов, и купание может открыть поры и позволить вредным веществам проникнуть в организм, вызывая болезни или тошноту.
Кроме того, в социальном аспекте Средневековья важно было сохранение норм поведения и статуса. Были распространены представления о том, что слишком усердное заботливое отношение к собственной гигиене, включая купание, может считаться вульгарным или же непристойным. Однако стоит отметить, что не все люди того времени верили в эти предрассудки, и некоторые все же придавали значимость гигиеническим практикам. Особенно в избыточно грязных и санитарно неблагоприятных условиях, где отсутствие гигиены могло способствовать распространению болезней и эпидемий. Роды никогда не были веселыми, но какими бы ужасными они ни были сегодня, раньше было намного хуже. Во времена Средневековья у врачей было не так уж много идей о том, как уберечь будущую мать от смерти. В общем, единственное, что они умели делать, это полагаться на божественное вмешательство. Монахи и акушерки сидели рядом с беременной женщиной и молились, призывая ребенка появиться на свет. Иногда они кормили женщину уксусом с сахаром и обмазывали ее орлиным пометом, как бы просто надеясь, что орлиный помет поможет женщинам выжить. Когда магия не помогала, они просто молились о чуде. Например, аббатство в Йоркшире постоянно держало под рукой священный пояс. Монахи были убеждены, что она обладает магической силой, которая сохранит женщине жизнь во время беременности. Они были не единственными, кто верил в это. Когда жена Генриха III забеременела, он приказал монахам принести ему священный пояс, но, похоже, это не особо помогало. По оценкам, каждый третий ребенок умирал, не дожив до 5 лет, и около 20% всех матерей умирало от родов. Справедливости ради, у нас нет никаких данных о матерях, которые покрывали себя орлиным пометом и хватались за священный пояс. После всего этого, возможно, не будет слишком удивительно узнать, что у людей Средневековья были небольшие проблемы с овшами. Практически все в средневековой Англии боролись с овшами и блохами, от богатых до бедных. У некоторых людей было обычным делом собираться со своими друзьями и семьей, чтобы вывести вшей с тел друг друга. Особенно это касалось людей, которым приходилось путешествовать. Некоторые крестоносцы оставили письма, в которых восхваляли прачек, которые пришли к ним, говоря, что они не только постирали свою одежду, но и были хороши, как обезьяны в подборе блох. Однако проблема усугублялась тем, что чем беднее вы были, тем их было больше, и она распространялась не только на Англию. Когда английская паломница по имени Марджори Кэмп побывала в городе немецких крестьян, она с отвращением написала домой, что бедняги Германии будут проводить вечера раздетыми догола, сидя в кругу и собирая друг с друга паразитов. В Средневековье, когда миром правили магия и суеверие, люди сталкивались с различными болезнями и неизвестными явлениями, которые они не могли объяснить. Одним из способов избавления от них была трепанация черепа. Это хирургическая операция, при которой делали отверстие в черепе человека. Считалось, что этим способом можно изгнать злых духов, которые, по представлениям людей, могли причинять болезни и несчастья. Внутри средневековой медицины была популярная концепция о шаблонах душевной энергии или духовных сил, на которые можно было влиять через манипуляцию с черепом или мозгом. Трепанация считалась одним из методов изгнания или избавления от этих духовных сил, которые, как предполагалось, заселены внутри тела человека и причиняют различные болезни или поведенческие проблемы. Люди верили, что открытие черепа позволит злым духам покинуть тело, и человек будет исцелен. Но на самом деле трепанация черепа была опасной и часто приводила к смерти пациента. Трепанация также практиковалась не только для изгнания духов, но и для лечения других состояний, таких как головная боль, эпилепсия или травматические повреждения головы. Однако эффективность этих процедур была очень низкой, и большинство пациентов, вероятно, страдало от осложнений. Это было экстремальной и опасной процедурой, которая часто приводила к инфекциям, кровотечениям и другим серьезным осложнениям. Сегодня мы знаем, что болезни и несчастья не связаны с духами, а имеют научное объяснение. И хотя трепанация черепа больше не применяется,
Она остается одним из самых странных и жутких методов изгнания злых духов в истории человечества. Замуровывание в стены было одним из наиболее распространенных и жестоких способов наказания за совершенные преступления. Этот метод использовался в различных культурах и эпохах, и его целью было не только покарать преступника, но и предостеречь других от совершения подобных преступлений. Этот метод получил название «живое замуровывание» или «живое погребение». Идея заключалась в том, чтобы закрыть осужденного внутри стены или могилы и оставить его умирать от голода, жажды, удушья или других невыносимых условий. Это было крайне жестоким и медленным методом, при котором осужденный часто мучился в течение нескольких дней или даже недель. В средние века замуровывание в стены стало популярным способом наказания в Европе. Особенно часто он применялся в Испании и Италии. Там преступника заключали в камеру, которая затем заполнялась кирпичами или камнями, оставляя лишь небольшое отверстие для воздуха и пищи. Такой метод наказания был особенно жесток, так как преступник мог провести в замурованной камере много лет, пока не умер от голода или удушья. Метод применялся только в отдельных случаях, при особо тяжких или общественно неприемлемых преступлениях, таких как измена, убийство высокопоставленного лица или религиозные ереси. Впоследствии, возможно, из-за возмущения общества и изменяющихся нравов, этот метод наказания утратил свою популярность и был заменен более гуманными формами наказания, такими как казнь на эшафоте или заключение в тюрьму. Ныне живое замуровывание ассоциируется с практиками средневековой эпохи и считается жестоким и бесчеловечным методом наказания. Средневековье было временем, когда жизнь была бедна зрелищами, но даже в таких условиях люди находили способы развлечься и отвлечься от повседневных забот. Одним из таких способов было посещение казни. И знаете, для многих это было вполне приятным времяпрепровождением, сравнимым с современным походом в кино на какой-нибудь фильм ужасов. Наблюдать за казнью было своего рода развлечением и способом убить время. В то время, когда развлечения были ограничены, люди находили удовольствие в таких мрачных и жестоких событиях. Казнь стала своеобразным шоу, которое привлекало множество зрителей. Публичные казни были способом демонстрации силы и власти государства, формой справедливости и оплаты за совершенные преступления. Они проводились на центральных площадях или городских рынках, где люди могли наблюдать их. Многие участники средневековых обществ, особенно люди низшего сословия, имели ограниченные возможности для получения развлечения и встречи других людей, поэтому они могли смотреть на казнь как на событие, которое позволяло провести время вне дневной рутины. Однако многие из них также могли испытывать ужас, отвращение или сострадание к осужденным. Казни сопровождались жестокими формами наказания, такими как палачество, вешание, распятие или сожжение на костре. Эти методы, повторюсь, наказания, вызывали страдания и даже убийства перед глазами зрителя. Например, Генрих VII обещал одному из организаторов бунта против него, что если тот добровольно сдается, то ни одна часть его тела не будет отделена от него, пока он жив. Он выполнил свое обещание. Бедняга был подвешен на цепях колокольни церкви и долгие дни медленно умирал от жажды, голода, холода и, наконец, от ран, нанесенных воронами. И, как обещал король, его руки и ноги оставались при нем до конца. Идея, что казни были полностью приятным развлечением, не соответствует реальности истины. Такое восприятие основано на грубом упрощении и частично искажает действительные социокультурные и моральные устои средневекового общества. Важно все-таки помнить, что нормы развлечений и моральные ценности изменяются со временем и отличаются в любой эпохе. В средние века существовало множество различных судебных практик, но одна из самых популярных и страшных была ордалия, или так называемый Божий суд. Этот вид суда был особенно распространен в Европе и представлял собой своеобразный испытательный метод, который считался божественным и не подлежал обжалованию. Ордалия была применена в случаях, когда не было достаточных доказательств для вынесения приговора или когда обвиняемый отрицал свою вину.
В таких случаях судьи прибегали к испытанию обвиняемого, чтобы определить его вину или невиновность. Ордалия могла проходить в различных формах, но наиболее распространенным было испытание огнем или водой. В первом случае обвиняемый должен был пройти по раскаленным углям или держать в руках раскаленный предмет. Если после этого у него не было ожогов, то он считался невиновным. В случае с испытанием водой обвиняемый должен был быть брошен в воду, привязанным к тяжелому предмету. Если он не тонул, то его считали невиновным. Если подозреваемый не получал серьезные повреждения в процессе испытания, то он считался невиновным. Если же он получал тяжелые ожоги от огня или другие повреждения, это считалось доказательством его вины. Ордалия была основана на вере в непосредственное вмешательство божества. Таким образом, она должна была обеспечить справедливое решение. Она была широко распространена до введения более рациональных методов суда, таких как презумпция невиновности и использование материальных доказательств. Ордалия была чрезвычайно опасной и часто приводила к смертельному исходу для обвиняемого, но в то же время она считалась божественным решением и не подлежала никакому обжалованию. Средние века часто считают временем королей, замков, рыцарей и прекрасных дам. Но эта эпоха была гораздо более жестокой и причудливой, чем многие думают. В этой паутине загадок и борьбы за выживание на фоне туманного заката Средневековья зарождались подвиги, о которых веками воспевали музы и легенды. В сердцах рыцарей горел огонь страсти, их мечи сияли среди сражений, а любовь прекрасных дам вдохновляла на подвиги. В мраке прошлого светились звезды смелости и романтики, напоминая нам, что даже в самых трудных временах можно найти свет и надежду. Ведь история средних веков – это не только темные аллеи замков, но и яркие лучи смелости, сверкающие в черном океане времени. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!